Всем привет, дорогие наши зрители! Как вы уже слышали, Сатанинская Федерация покинула остров Змеиный. Как они заявили, покинули по доброй воле. Вы можете себе представить, каким нужно быть полностью отшибленным, амебой, наверное, чтобы поверить в этот бред? 5 июня в качестве шага доброй воли вооруженные силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон. Да контужен он, чего с ним говорить. Как известно, пропагандисты и сатанисты с Раши так заврались, что им уже не верит даже их собственный военный контингент. И вот что об этом сказал бедный, замученный от поражений Раши на территории Украины террорист Гиркин Стрелков. Послушайте, друзья, его прямую речь, а дальше мы ее с вами обсудим. Честно говоря, до самого недавнего времени особого значения этот остров не имел, на мой взгляд. Поскольку пока российский военный флот господствовал на Черном море, пока он мог фактически в виду берегов противника напротив Одессы баражировать туда-сюда, стоять на рейде, там, условно говоря, то и значение Змеиного было незначительно. Но теперь, на данный момент, значение острова начало резко возрастать не потому, что наши его контролируют. Использовать на самом деле этот остров нашим войскам и чрезвычайно затруднительно в условиях того, что противник располагает противокорабельными комплексами дальнего действия и пытается топить там, или обстреливать все, что движется к этому острову. То есть его сложно просто снабжать, его гарнизон. И потому, что на этом острове на самом деле, даже скучив всю технику в кулак, разместить достаточное количество сил и средств для того, чтобы и самих себя оборонять и наносить удары по противнику, практически невозможно. А вот если остров перейдет к противнику, то как раз для него это будет не только медийная, но и серьезная военная тактическая победа. Почему? Потому что как раз противник, уже опираясь на противокорабельные, на прикрытие со стороны противокорабельных комплексов, сосредоточенных в устье Дуная, он сможет там разместить те же самые противокорабельные комплексы, средства ПВО и на 100-150 километров расширить радиус поражения. То есть серьезно потеснить российский военный флот в данной акватории. Фактически речь идет о, если не о снятии блокады, потому что блокаду можно даже минами просто обеспечить, но, по крайней мере, о ее значительном ослаблении. Напоминаем, что нужно верить только нашим официальным источникам, Министерству обороны, президенту или же сайтам Верховного Совета Украины. Больше верить никому нельзя. Но как написано в Библии, если говорят два свидетеля, значит их свидетельства верные. То, что вы только что услышали, полностью отвечает тому, что сказала перед этим наше Министерство обороны. Как мы полностью выбили с острова Змеиного фашистские войска. Так что террористы с так званой Новороссии плачут не просто так. Они понимают, что им приходит конец. И каждый день приближает их, как говорил Кличко, к подготовке к земле. Также фейкометы с Сатанинской Федерации рассказывают о том, якобы у них нет потерь. А если они и есть, то они признают всего лишь 400, 500 или 1000 человек. А теперь, друзья, послушайте, что на самом деле происходит в Российской Федерации, в их сатанинских войсках и как они потерпели крушение на территории Украины. Кстати, они никогда, ни за одну войну и даже за все войны, которые они проводили в мире, не теряли столь много военных. Это также полностью подтверждается перехватами телефонных разговоров СБУ о том, что сатанинские так званые солдатики уже готовы сами заканчивать свою проклятую жизнь здесь, на территории Украины. Но сегодня не об этом. Сегодня мы хотим вам показать, как в Российской Федерации нету
потерь. Слушайте внимательно, что об этом сказал тот же самый Гиркин, который рассказал, почему фашистские войска теряют десятки тысяч своих воинов. И это всего лишь за несколько месяцев. Так что внимание на экран, давайте послушаем прямую речь. Я рассматриваю любые попытки изыскать дополнительную живую силу, не проводя мобилизации, как тушение пожара под носом стаканов с водой. Поймите, идет война уровня в Кубе больше, чем чеченская. В Кубе просто. Если там, не знаю, может на порядок даже более. С такими потерями, которые не снились советской армии ни в Чечне, ни в Афганистане, нигде. Поэтому Украина, как, кстати, это прекрасно оценивает, они проводят мобилизацию волна за волной. А у нас все пытаются решить армией мирного времени плюс с военными суррогатами, то бишь частными военными компаниями из там разного на самом деле качества. Некоторые там намного более боеспособны, чем российские вооруженные силы. Некоторые намного менее боеспособны, разные они совершенно есть. Вот батальонами кадыровцев, национальными батальонами, сейчас еще из Бурятии начали тянуть, из Башкирии. Причем это однозначно самый хреновый вариант, извините за выражение. Это свидетельствует о глубоком кризисе вооруженных сил. Потому что ни в одной армии, которая в нормальном, в хорошем состоянии здоровья, не станут заводить какие-то отдельные национальные или религиозные части. Армия – это всегда унификация. То, что в армии появляется куча каких-то национальных спецназов, это свидетельство глубочайшего кризиса армии. Но самое главное, что необходимости-то в этом нету. И еще больше главного в том, что этими стаканами пожар не потушить. Но будут тянуть до последнего, это уже совершенно ясно. Будут тянуть до последнего, пока вот вода к горлу к нам не подает, а пожар не заполыхает так, что уже и бочками не зальешь. Вот тогда будут думать о мобилизации. Вернее, не думать, а начинать ее. Сейчас предварительные мероприятия как бы готовятся, идут. Но ни шатка, ни валка и очень медленно. Явно в расчете на то, что удастся как-нибудь договориться и без этого. Как видите, все то, что раньше публиковало Министерство обороны Украины, полностью отвечает действительности. Ведь даже Сатанинская Федерация это все подтверждает. Это видео мы сняли, друзья, для того, чтобы вы понимали, что нападение на Украину означает полный крах и уничтожение фашистской и Российской Федерации. Ее больше никогда не будет на планете Земля. И это случится в ближайшие несколько лет. Поэтому мы и дальше с вами, как истинный, самый сильный на планете Земля украинский народ, вместо разделения по принципу языка и религии, наоборот, должны давать возможность каждому украинцу общаться на том языке, которым он считает нужным, верить в то, что он считает нужным. Ведь только в единении наша сила. И помните, в Апокалипсисе написано, что сатанисты все будут гореть в аду. И уже в ближайший год-два вы это все увидите.